Шановні друзі, зараз я хочу надати слово нашому наступному доповідачу. Це Пабло Сендер, міжнародний лектор, який живе і працює в Інституті Теософії Кротона в Сполучених Штатах Америки, в Каліфорнії. І його доповідь буде Олена Блаватська в масштабі свідомості. Thank you very much. It is a pleasure to be here. Для меня большое спасибо, для меня большая честь присутствовать среди вас здесь сегодня. I have a PowerPoint. Do you want me to share it with you or just read it? Мне бы хотелось кое-чем с вами поделиться. All right. So today we are going to talk about some teachings Сегодня мы с вами будем говорить о некоторых учениях, that Blavatsky gave to an inner group of students которые Блаватская дала внутренней группе студентов, учеников своих, which she formed with those students that were more mature to follow a spiritual life. И эта группа была создана из более зрелых учеников, которые могли следовать определенным требованиям духовного пути. The subject is the scales or levels of consciousness. Представлены на презентации представлены шкала или градация или уровни сознания. And she explained that there are 7 scales of consciousness in which we operate. Блаватская сказала о том, что 7 уровней сознания, на которых мы проявляемся или действуем. By this, she didn't mean the 7 principles of man, Но на самом деле это 7 принципов человека. but the process of how we perceive things from the physical plane to our mental states. И это как бы показывает о том, как мы воспринимаем, как мы воспринимаем начиная с физического уровня до самых высших духовных планов. So the first 4 lower scales of consciousness are related to our senses. Низшие 4 плана сознания или уровня сознания, они связаны относятся или имеют отношение к чувственному восприятию. And how the senses transfer the information to our minds. То есть это о том, как органы чувств передают нам информацию. We are not going to spend time on these 4 lower levels. Ну, мы не будем тратить сегодня очень много времени на то, чтобы детально рассмотреть эти 4 плана низших. But we'll concentrate on the 3 higher levels of consciousness that she describes. Мы сконцентрируемся на 3 высших уровнях сознания, которые она описывает. These 3 higher levels are levels in the mind from the lower mind to the higher. Эти 3 уровня, 3 высших уровня сознания, это сознание, это уровни, которые находятся в уме, с низшего начиная ума до высшего манаса. And provide a map for us to learn how to raise our consciousness toward the higher nature. И это своего рода карта или план, или инструмент, который помогает нам продвигаться дальше или двигаться от низшего уровня ума к высшему манасу. The lowest of these 3 levels, the 5th one, самый низший уровень из этих 3. it's
she called it manasic discernment, and it's simply that state of mind that is unaware, that acts mechanically. И самый низший называется монастическое развлечение. Но это именно тот план, для которого это проявление механического ума, при котором отсутствует осознанность. At this point in evolution, most of humanity is living at this level. И на данном эволюционном этапе большинство человечества находится на этом уровне сознания. At this level, we react to things that happen to us. И на этом уровне мы действуем, но как бы это наша реакция на то, что с нами происходит. And we have little freedom to choose how to respond to situations. И у нас мы очень ограничены в своей свободе или праве выбора того, каким же образом нам отвечать на внешнее окружение, на то, что происходит извне. From a certain point of view, this state is a state of non-duality. С определенной точки зрения, это состояние называется, вернее, этот уровень называется состоянием недуальности. Because I and my emotions or my reactions are one. Потому что я и мои эмоции, мои реакции — это все одно единое. Целое. There is a higher level of consciousness that she called volitional perception. Есть более высокий уровень сознания, который называется волевое восприятие. And here there is an element of freedom. И на этом уровне присутствует некая степень свободы. When we operate on this state of consciousness, we have the freedom to choose how to react. И когда мы действуем на этом уровне сознания, тогда у нас есть свобода, и мы можем выбрать, как мы будем отвечать на внешние раздражители или на внешние какие-то явления. This is a state of duality because sometimes I have to oppose my own emotions. И это состояние дуальности, потому что иногда мне приходится противостоять проявлению своих собственных эмоций. And this produces a state of inner conflict. И на этом уровне, этот уровень создает конфликт внутренний, рождает конфликт. In the previous state of consciousness, the one that is mechanical, there is no inner conflict. Потому что на предыдущем уровне сознания, для которого характерно механическое размышление или механическое проявление ума, нет никакого внутреннего конфликта, он отсутствует. I do what I feel. То есть я делаю то, что я чувствую, как я чувствую. And the conflict is often outside when I react to things and the world react back to me. И, как правило, конфликты какие-то происходят, они находятся извне, и я уже проявляю и какую-то реакцию по отношению к ним. So in the state of volitional perception, that conflict is transferred inward because now I try to oppose my own reactions. И тот конфликт, который присутствовал на уровне волевого восприятия, тот конфликт, который присутствовал на более низшем уровне сознания, внешний конфликт, он перетекает или он происходит уже внутри меня, потому что я стараюсь противостоять своим собственным эмоциям. Despite the fact that this state of consciousness involves more inner conflict, it is a higher state. И несмотря на то, что именно этот уровень сознания, для него, вернее, характерно проявление внутреннего конфликта, все же по сравнению с предыдущим уровнем он считается более высоким уровнем сознания. This state of consciousness is the one that religious teachings
are trying to encourage in people. И на этом this state of consciousness, Pablo. Yeah, the volitional perception Uh-huh. is the state of consciousness that religious teachings are trying to encourage in people. Religious teachings. И именно волевое восприятие – это тот уровень сознания, который религиозные учения стараются как бы у людей вызвать или подтолкнуть к движению, к проявлению этого внутреннего конфликта. The commandments, do not do this, do not do that, they all try to stimulate in people this level of consciousness. То есть эти, так сказать, инструкции или наставления, команды «делай не это, делай», то есть это не делай, делай то и так далее, они как раз-таки и приводят к тому, чтобы стимулировать проявление этого внутреннего конфликта. The problem with this state of consciousness is that it produces this inner war. И проблема этого уровня сознания заключается в том, что она создает или проявляет внутреннюю войну. And then people are torn between two options. И поэтому людей разрывает между двумя выборами. Either they react along with their emotions, To react? either they react along with their emotions, То есть реагировать ли согласно своим эмоциональному состоянию. or they repress them, and that often produces psychological problems. Или все-таки подавить их, но это приводит к появлению психологических проблем. Modern psychology tries to handle this problem. Современная психология старается разрешить эту проблему, предложить свое решение. We cannot go out in the world reacting to everything. Мы не можем проявлять себя в мире и реагировать буквально на все, проявлять свои реакции по отношению ко всему внешнему. But we cannot also be constantly repressing our reactions. Но точно так же мы и не можем постоянно подавлять свои эмоции. So psychology doesn't know how to solve this problem. И психология не знает, как же решить эту проблему. They have techniques to let the pressure off, but not to solve the problem. И у них есть ряд техник, которые они предлагают, как выпустить, как освободиться от этого напряжения, но не предлагают решения самой проблемы. Now, in her esoteric teachings, Blavatsky gives us the key to solve this situation. И в своих эзотерических учениях Блаватская дала нам ключ к тому, как решить эту проблему. She says that there is a higher state of consciousness in which we are free from reaction and free from repression. И она сказала о том, что есть более высокий уровень сознания, в котором мы свободны от проявления каких-либо реакций, а также от депрессии или подавления. She called this spiritual apperception. Она назвала этот уровень духовной аперцепцией. And she explains that this belongs to the higher mind. И она объяснила, что этот уровень проявления высшего ума. She explains that apperception means self-perception, conscious action, when the attention is fixed on the perception. You can read the footnote there. Она объяснила перцепцию следующим образом. А перцепция означает самовосприятие, осознанное действие, когда внимание фиксируется на восприятии. So this seventh scale of consciousness is one of awareness, of self-observation. И эти 7 уровней сознания являются, как бы дают возможность для осознания и самонаблюдения. And we can access this state of consciousness as we learn
how to raise our consciousness to higher manas. И мы сможем приблизиться или получить доступ к этим уровням сознания, если мы сможем понять, каким же образом возвысить свое сознание до высших уровней. The problem is that when the emotions and the reactions are too strong, Проблема состоит в том, что когда эмоции и реакции сильны по своей природе, it is difficult to be aware of them without being drawn in the reaction. очень трудно в этот момент осознавать их и не вовлекаться в них, не быть полностью ими поглощенными. So before we are able to position ourselves on this scale of consciousness, До того, как мы сможем позиционировать себя или устояться на этом уровне сознания, we need to work on the previous one, the volitional perception. мы должны проработать предыдущий уровень, который называется волевое восприятие. As we said, this scale of consciousness implies inner conflict, Как мы уже с вами говорили о том, что этот уровень сознания подразумевает или проявляет внутренний конфликт. but it is a necessary stage before we can access the next scale. Но это необходимый этап, необходимый этап перед тем, как мы сможем подняться на более высокий уровень сознания, на следующий уровень. By trying to control my reactions, I begin to generate a space between me and my reactions. I began, what? By trying to control my reactions, Стараясь контролировать свои реакции, I create a space between me and my reactions. да, я как бы создаю пространство между моими реакциями и окружающим миром. So before I can learn how to watch my reactions from outside, И до того, как я научусь видеть свои собственные реакции со стороны, I need to create that space by means of the volitional perception. мне необходимо для этого создать это пространство, которое возможно только при волевом восприятии. So the ideal situation for a spiritual aspirant Идеальная ситуация для духовного аспиранта would be to work on the scale of volitional perception было бы, если бы он старался работать на этом уровне волевого восприятия, only to the extent that this is necessary, но только до того уровня, насколько это необходимо, and quickly go to the next scale when this becomes available to us. то есть только в той степени или до того момента, когда можно будет когда можно быстро перейти на следующий уровень. Или когда это станет возможным, этот переход на следующий уровень. So let us now see a quote where Blavatsky talks about the work on the scale of volitional perception. А теперь давайте рассмотрим, что сказала Блаватская о том, как работать на этом уровне волевого восприятия. This is from The Voice of the Silence. Это из «Голоса безмолвия». I will read the whole quote in English, and then you can translate it. Strive with thy thoughts and clean before they overpower thee. Use them as they will thee, for if thou sparest them, they take root and grow. Know well, these thoughts will overpower and kill thee. Beware, disciple, suffer not, even though it be their shadow, to approach, for it will grow, increase in size and power, and then this thing of darkness will absorb thy being before thou hast well realized the black foul monster's presence. Это отрывок из «Голоса безмолвия».
Just a moment. Before we empower you, стремись справиться со своими мыслями, с нечистыми мыслями, прежде чем они возымеют над тобой какую-либо силу. Используй их, как они могли бы использовать тебя, поскольку если ты позволишь им действовать свободно, то они укоренятся, прорастут, и эти мысли вскоре возымеют власть над тобой и убьют тебя. Будь осторожен, ученик, не испытывай страдания, даже несмотря на то, что ты увидишь их приближающиеся тени. Поскольку они будут, поскольку это их тень, поскольку эта тень будет расти, увеличиваться в размере и силе, и тогда это проявление темноты полностью поглотит тебя, прежде чем ты успеешь осознать, до какой степени отвратительный монстр находится или находится перед тобой. So here Blavatsky is giving us the key to how to work with ourselves. И в этом отрывке Блаватская дает нам ключ к тому, как работать над собой. We need to develop a state of self-observation. То есть нам необходимо развивать в себе состояние самонаблюдения. So that we can become aware of the reactions when they are starting. То есть это необходимо для того, чтобы мы начинали осознавать проявление своих реакций или свои реакции до того, как они проявятся, до их начала, до проявления. It is easier to stop a reaction when we act at the very beginning of it. Потому что легче остановить свою реакцию, если мы ее отслеживаем в самом начале, в начале ее появления. Once the reaction is full-blown, is at its peak, it is almost impossible to stop it. Когда уже реакция проявляется в полной своей мере, тогда уже, конечно, очень трудно ее остановить. So we have to be alert to what kind of thoughts we allow in our minds. То есть мы должны с вами быть наблюдательными и внимательно наблюдать за тем, какой тип мысли или какие мысли проявляются в нашем сознании, в нашем уме. We have to be aware of what kind of emotions are playing within us. А также мы должны с вами осознавать, какой вид эмоций играет внутри нас. And when we discover negative thoughts or emotions, если мы с вами обнаружим негативные чувства или эмоции, или мысли, we gently let them go. Мы должны позволить мягко им уйти. We refuse to engage with them. Мы должны отказаться вовлекаться в них. By doing this, we begin to generate that space between me and my reactions. И делая это или действуя таким образом, мы начинаем создавать это внутреннее пространство, которое разделяет нас от наших реакций. And then we begin to be able to raise our consciousness to the next scale. И тогда мы сможем с вами поднять свое сознание на более высокий уровень. Which is the one of spiritual apperception. Который является духовной апперцепцией. So here is a quote from Blavatsky. Это отрывок из работы Блаватской. Again, I will read it and then you can translate it. In his hours of silent meditation, the student will find that there is one space of silence within him where he can find refuge from thoughts and desires, from the turmoil of the senses and the delusions of the mind. By sinking his consciousness deep into his heart, he can reach this place, at first only when he is alone in silence and darkness. И во время, проводя часы в безмолвной медитации, обнаружит, что существует единое пространство
пространство тишины или безмолвия внутри него, в котором он может найти, обрести убежище, укрывшись от своих мыслей и желаний, от бури эмоций, а также от иллюзий ума. Погружая свое сознание глубоко в свое сердце, он может достичь этого места. И прежде всего, когда он находится один, или пребывает один в тишине и темноте. So here she's saying that there is a place where we can take refuge. В этом отрывке она говорит о том, что есть место, в котором мы можем обрести укрытие или прибежище. And we first discover this place in meditation. И мы прежде всего, вначале мы можем обнаружить это место во время медитации. It is important to have a practice of meditation Поэтому очень важно заниматься практикой медитации, where we try to stay in a state of silence, когда мы стараемся пребывать в состоянии безмолвия, paying attention to our thoughts, our emotions, desires. обращая внимание на мысли, эмоции, желания, которые у нас присутствуют. As we practice meditation in this way, Если мы будем практиковать или медитировать таким образом, we discover how to position our consciousness мы поймем с вами или обнаружим, каким же образом правильно позиционировать свое сознание in this state of Ala, I'm not hearing you. Yes, and I don't hear you. Sorry. I Please can repeat. Yes. You hear me now? So, Yes, no. Yes. Your Yeah, screen it's- froze for a couple of minutes. oh, okay. Okay. So now you're back. Good. I was saying that by practicing meditation in this way, Практикуя или медитируя подобным образом, we learn how to position our awareness мы учимся, каким образом позиционировать нашу осознанность. in this state of observation И находясь в этом состоянии наблюдения, where we are not being affected by the thoughts and emotions. когда мы не будем подвержены воздействию наших мыслей и эмоций. She continues, and I will read and then you will translate. She says, but when the need for silence has grown great enough, he will turn to seek it, even in the midst of the struggle with self, and he will find it. Only he must not let go of his outer self or his body. He must learn to retire into his citadel when the battle grows fierce, but to do so without losing sight of the battle. И сейчас я прочитаю следующий отрывок, который дала Блаватская. Но когда потребность в безмолвии или в этой тишине нарастает или становится настолько сильной, ученик, начинает искать ее даже в гуще борьбы с «я». И он найдет ее, или обретет эту тишину, или это безмолвие. Но он не должен покидать свою внешнюю оболочку или свое тело. Он должен учиться удаляться в эту цитадель, даже даже если битва нарастает по своей силе, и делать это, не утрачивая осознания или взгляда происходящей битвы. So as we learn how to do this in meditation, если мы научимся, как делать это во время медитации, we become able to do it in our daily life, little by little. И тогда мы мало-помалу научимся это и применять в нашей повседневной жизни. We become able to observe a reaction without being drawn into it. У нас появится способность наблюдать за своей реакцией и не вовлекаться в нее.
in this state of consciousness, there is neither repression nor expression of the reaction. И в таком состоянии сознания не будет ни подавления, ни проявления реакции. We let the reaction happen inside of us, То есть мы позволим этой реакции проявиться или случиться, или произойти внутри нас. but because we are watching it from outside, Но поскольку мы будем наблюдать ее изнутри, we don't feel compelled to express that reaction externally. у нас не будет побуждения выразить эту реакцию вовне. We are not repressing the reaction is happening inside. То есть мы не подавляем реакцию, эта реакция проявляется внутри нас. But we are not expressing it either. Но мы в то же самое ее и не проявляем вовне. Blavatsky explains that when we are in this state of consciousness, we are operating from higher manas. И Блаватская говорит о том, что находясь на этом уровне сознания, мы оперируем высшим манасом. And it is in this state that the higher consciousness may come and put order in the reaction. И именно находясь на этом уровне сознания, высшее сознание может снизойти и навести порядок на низших планах. As we become more skillful in this practice, И с развитием нашего умения или навыков в этой практике we discover that by being aware of the reaction, мы обнаружим, что, осознавая свои реакции, the reaction disappears on its own. то есть если мы начнем осознавать свои собственные реакции, то эти реакции сами по себе исчезнут. This is because the higher consciousness comes and puts order in our reactions, Это потому, что высшее сознание снисходит или проявляется и наводит порядок на более низших уровнях. but it does it without producing inner conflict. Но это происходит, когда это происходит, то внутреннего конфликта никакого нет. Inner conflict happens when the battle is at the same level. Внутренний конфликт проявляется тогда, когда битва происходит на одном и том же уровне. The mind and emotions fighting against the mind and the emotions. Когда ум и эмоции сражаются против другого ума и эмоций. But when the higher consciousness operates, Но когда оперирует или действует высшее сознание, the lower consciousness accepts that order that comes. низшее сознание тогда приходит в порядок. So this is a state of non-duality, И это состояние является состоянием отсутствия дуальности. but it is a higher non-duality. То есть это высшая степень недуальности. So to summarize these three states, Дабы заключить на в нескольких словах сказать об этих трех состояниях сознания, we can say that the fifth scale is one of self-centeredness, where I am focused on what I want. о пятом уровне сознания мы можем сказать о том, что это то, что я хочу, то, что хочет я. Это самоцентрированность. The sixth one is one of self-control, when I am trying to control my reactions. Шестой уровень сознания – это проявление самоконтроля, когда я стараюсь контролировать свои эмоции, чувства и мысли. And the seventh is one of self-awareness. А седьмой уровень сознания – это проявление самоосознанности. In the fifth state, there is identification. На пятом уровне присутствует идентификация. In the sixth one, we generate a duality. I am not my reactions. На шестом уровне мы генерируем дуальность, то есть я и мои реакции. And the seventh is one of non-duality, because we raise our consciousness beyond the level of duality.
А на 7-м уровне уже проявляется состояние недуальности, потому что мы поднимаем свое сознание выше от дуальности, от уровня дуальности. So while the fifth scale is one of automatic reaction, В то время как 5-й уровень является проявлением автоматической реакции, the sixth one implies an inner struggle, 6-й уровень означает внутреннюю борьбу, and the seventh bring spontaneous action. а 7-й уже уровень приводит к проявлению спонтанного действия. This also seems like automatic action, В некоторой степени это тоже как бы воспринимается как автоматическое действие. but it is an action that comes from the higher nature, not from the lower. Но это то действие, источником которого является высшая природа, а не низшая. So I think this is a good map for us to know in what direction we should move. Я думаю, что для нас это великолепная карта, подспорье, которое показывает нам, в каком направлении мы должны с вами двигаться. This is a very interesting subject that I have written more about in my book, Evolution of the Higher Consciousness. Это очень интересный предмет, и я его рассматривал в своей книге, которая называется «Эволюция сознания». There is a lot of information that is related to this, but I wanted to present at least a summary in this short talk. Я извиняюсь, эволюция высшего сознания. Очень много, конечно, очень много есть литературы, которая посвящена или затрагивает эту тему, но я хотела бы вкратце выделить некоторые моменты. All right, so that is all. Thank you everybody for inviting me, and it's a pleasure to see you all and share this moment. Спасибо большое, это все. Я очень рад, что имела возможность поделиться с вами этим. На этом все. Thank you, Ala, for your hard work. I know how hard it is to translate. It was very pleasant work, not hard at all. Thank you a lot. Very good. You're a good speaker. Шановні колеги, давайте віддячимо нашому лектору Пабло Сендеру за його внесок дуже важливий і за те, що він поділився своїми чудовими здобутками, викладеними в його новій книзі. Я думаю, що Алла теж внесла великий внесок в нашу конференцію, що вона так вдало переклала досить цікаві і непрості речі, які були в доповідях наших гостей. Дякуємо тобі теж, Аллочко. Алла Кириченко була з нами сьогодні як перекладач. Svetlana says a few words. We all would like to thank you for your contribution, for your sharing, for your talk, because it was very useful for us. It is really very valuable. Thank you, my pleasure. We think that this is their first hour meeting, but not the last. Thank you very much. Thank you, Mr. Shindis, and thank you also, Pablo Sender. We will meet again as soon as possible. Thank you very much. Thank you.